Здравствуйте! Сегодня мы отправимся с вами во Вьетнам, чтобы познакомиться с очень редкой породой кур Га Донг Тао. Так выглядит цыпленок этой породы. Название этих кур указывает на место происхождения породы. Га – это курица, а Донг Тао – крупная вьетнамская деревня, где испокон веков занимались петушиными боями. Самая заметная и важная особенность этой породы – ноги. Эти толстые, кажущиеся болезненными лапы на самом деле не мешают птице активно передвигаться. Никакого неудобства из-за своей необычной внешности куры не испытывают. Лапа взрослого петуха может достигать в обхвате толщины запястья ребенка. Га Донг Тао имеют грубое, массивное и немного рыхлое телосложение. Гребень ореховидной формы, красный, шея короткая и массивная, тело мускулистое, широкое. Эти толстоногие птицы могут продаваться по цене более $2000 за штуку. На выращивание каждой птицы требуется много сил. Для их воспитания и особой заботы могут потребоваться годы. Лучшие экземпляры даже участвуют в конкурсах красоты по всему Вьетнаму. Так что же нужно, чтобы вырастить цыпленка Га Донг Тао, и почему они такие дорогие? Га Донг Тао – редкая порода домашних кур, можно сказать эксклюзивная, которая обитает в одной маленькой деревне на окраине Ханоя во вьетнамском округе Кхоай Чао. Большинство этих цыплят до сих пор еще выращиваются в этой деревне. Эту породу также называют слоновыми курами. Порода слоновых кур признана национальным достоянием Вьетнама. Работы по восстановлению поголовья этой породы финансируются государством. Во Вьетнаме Га Донг Тао высоко ценится и пользуется большим спросом благодаря своему удивительному мясу. В пищу употребляют только лапы молодых птиц в возрасте 4-6 месяцев. Ноги как самок, так и самцов покрыты красноватой чешуей. У них чрезвычайно большие и толстые лапы, ноги выглядят очень мощно. Все это придает им сходство с драконами, поэтому местные жители часто называют цыпленка Га Донг Тао цыпленком-драконом. Из-за размера ног и ступней Га Донг Тао очень неуклюжи со своими яйцами. Хотя эта порода откладывает только 2 или 3 яйца в неделю, большинство яиц уничтожается из-за собственной невнимательности курицы. Они печально известны тем, что действительно плохие матери, поэтому неудивительно, что именно эта порода чрезвычайно редка и ценна. Все это заставляет заводчиков Га Донг Тао проявлять особую бдительность при поиске яиц и транспортировке их в безопасные инкубаторы. Особая забота дает заводчикам гораздо лучшие шансы на рождение здоровых цыплят. Покупка племенной пары кур Га Донг Тао обходится примерно в $2500. Например, фермер Гианг Туан Ву, выращивающий кур Га Донг Тао в 3-м поколении, ухаживает за ними уже более 20 лет. Он рассказывает, что был увлечен выращиванием цыплят Га Донг Тао с самого раннего возраста, с 5-го класса начальной школы. За последние 10 лет ему удалось построить ферму, где он стал разводить кур в большом масштабе. Этот проект оказался очень удачным, так как такой породы кур нет ни в одном другом месте Вьетнама. Теперь коммуна Донг Тао стала очень известной. Фермер рассказал, что когда он только начинал выращивать кур, его цыплята часто болели, но он научился их лечить, и они стали болеть гораздо реже. Теперь, поскольку он знает, как прогнозировать и поддерживать их здоровье в будущем, он может продавать некоторых цыплят сразу после их рождения. Он описал процесс выращивания как довольно сложный. Нужно обладать знаниями того, как и когда правильно делать прививки только что вылупившимся цыплятам. Он сказал, что выпускает их в сад с другими цыплятами, когда они достигают веса чуть более 2 фунтов, и в это время кормит их как обычных цыплят. Он дает им смесь различных продуктов, начиная с самого маленького возраста.
Цыплята достаточно чувствительны к холоду, поэтому им требуется время, чтобы их оперение полностью отросло. Как только у них вырастут все перья, они смогут прекрасно ходить даже по снегу. Куры чувствительны к изменению погоды. Редкая порода кур питается сверчками. Это их любимое блюдо, и при этом их вес достигает от 6 до 16 фунтов. Кур выращивают для продажи на рынке от 8 месяцев до 1 года. В прошлые века цыпленок Донгтао разводился во Вьетнаме только для королевской семьи и их мандаринов, бюрократов, а также для ритуальных подношений. Хотя точное происхождение породы неизвестно, они существуют уже сотни лет и изначально считались выведенными для петушиных боев из-за их толстых и сильных ног. Сегодня курицу Га Донгтао подают в роскошных ресторанах. Она ценится за нежное и вкусное мясо, поэтому она очень популярна во Вьетнаме. Фермер поставляет до 2 тонн цыплят Га Донгтао ежегодно. Он отправляет постоянные заказы в ресторане в городе Ханг-Йен, в том числе в ресторан Ван Ханг, который стал известен благодаря своим блюдам из курицы Га Донгтао. Часто кур заказывают для особых случаев, например, таких как праздник Тет, вьетнамский Новый год. Для этого праздника, чтобы получился достойный подарок, одну племенную пару выбирают из сотен родительских кур. Для праздника Тет на ферме готовят от 500 до 700 цыплят. Можно получить только от 3 до 5% от общего количества кур, которые удовлетворяют всем критериям для продажи в качестве праздничных подарков. Это означает, что из 500 цыплят только 15 могут быть проданы в качестве подарка. Остальные продаются как товарные цыплята по цене от 8 до 10 долларов за килограмм. Итак, каким критериям должны соответствовать эти цыплята, чтобы они стоили тысячи долларов? Отличительные черты дорогой курицы – это внешний вид ее ног и тела, а также особое отношение к ней, которое не проявляется ни к одной другой породе, от мытья ног до соблюдения индивидуальной диеты. Нахождение на солнце только в определенное время в течение дня. Цыпленок класса А будет иметь пару красных мясистых ножек. У него большой размер ноги и отменный внешний вид. Например, его вес от 4,5 до 5 килограммов. У него высокое телосложение и величественный вид. С первого взгляда на мясо цыплят Га Донгтао видно, что оно полностью отличается от мяса цыплят других видов. У него совершенно другие вкусовые качества. Цвет мяса темнее и больше похож на цвет говядины. Ни одна другая порода кур во Вьетнаме такого цвета не имеет. Говорят, что многие посетители прибывают из Англии, континентальной Европы, Японии и США, чтобы закупить цыплят Га Донгтао для исследований, разведения и маркетинга. Стоимость племенного поголовья может составлять в среднем 4-5 долларов за курицу. Пара фунтов куриного мяса Га Донгтао может стоить 17-19 долларов. Самки Га Донгтао красивые, полностью белые или белые с примесью светло-коричневого цвета, в то время как петухи окрашены в каштановый, красный, серый, белый и черные цвета. Птенцы белые с черными крыльями. Колени у кур согнуты внутрь, что может показаться неудобным, но похоже, что это помогает им балансировать между их очень большими ногами и очень большими ступнями. Куры Га Донгтао несут 10-15 яиц в течение примерно 2-3 недель. Потом они отдыхают несколько недель, а затем делают это снова.
Исследовательская группа недавно разработала формулу питания, подходящую для цыплят Ga Dong Tao, в которой указаны 8 материалов для кормления. В ней также рассчитано процентное содержание каждого ингредиента, наиболее подходящее для возраста цыплят в 4 категориях. Эти ингредиенты включают кукурузу, рисовые отруби, рыбную муку, костную муку и премикс витаминов и минералов. В то время как многие птицы продаются по праздникам на мясо, действительно дорогие куры часто оставляются фермерами и участвуют в конкурсах красоты. Чем дольше живут цыплята, тем крупнее их черты, и таким образом цыплята класса А Ga Dong Tao могут прожить 6 или 7 лет. При подготовке цыплят к продаже или конкурсу много работы уходит на уход за ними. Примерно за месяц до события их кормят специальной высокобелковой диетой, а ноги осторожно моют смесью чая и соли. Внешний вид – это не только ноги. Каждая часть их внешности одинаково важна, когда дело доходит до классификации, от симметричных сережек и мочек ушей до равномерно покрытых блестящих черных перьев. Рейтинг будет определять редкость цыпленка и впоследствии повлияет на его цену. Курица с высоким ранговым рейтингом будет иметь очень высокую ценность. Нередко ее стоимость доходит до высокой цены в $2000. Разведение и отбор кур для участия в таких соревнованиях – это сложное дело. Такой опыт передается из поколения в поколение. Нужно хорошо знать, какой должна быть диета, сколько времени в день курица должна находиться на солнце и какие продукты полезны для каких частей тела. Конкурс «Самая красивая курица» привлекает много зрителей. Куры, участники конкурса, пронумерованы для облегчения идентификации. Сильного кандидата обсуждают многие болельщики. Конкурс имеет 3 основных категории: самая красивая пара, самый красивый петух и самая красивая курица. Прямо на конкурсе на одну клетку с курицей повесили ценник в $8 миллионов донгов или $345 США. Многие пары кур представлены только для того, чтобы люди и туристы могли посетить их, чтобы лучше понять красоту и необычность этой дорогой породы домашних птиц. В то время как популярность курицы в основном по-прежнему ограничивается Вьетнамом, интерес к ней во всем мире растет. И в апреле 2018 года 802 куриных яйца Ga Dong Tao были изъяты полицией в аэропорту Ататюрк в Стамбуле после того, как они были обнаружены при контрабандном ввозе в страну в изготовленном на заказ чемодане. Эти яйца были оценены полицией в $2000 за штуку. Это показывает, что независимо от цены этих цыплят, всегда найдутся желающие приобрести таких кур. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!